Давненько я не записывал видосы ночью. Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. В этом видео мы будем с вами разговаривать касательно гибридных технологий стражей и таргоидов. Да, такая тема появилась совершенно недавно, если вы в курсе событий, которые были. Супероружие Protoss Wave, так сказать, запустилось. Но запустилось оно не то чтобы как было запланировано, но... В общем, вся система HIP 22460 сейчас под контролем таргоидов, там появилось какое-то око ужаса наподобие из вселенной Вархаммера. В общем, ждем, что будет дальше, и тем временем появилось нечто новое. А обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали! Одну секундочку, вы, мои дорогие, кое-что рекомендовали сделать, это Boosty, наподобие OnlyFans, типа платная подписочка, поддержка контент-мейкера, поддержка меня, моего YouTube канала и прочее. В описании под видео ссылочка на платную подписочку, если хотите поддержать, то пожалуйста. Если вам это неудобно, то ссылочка на обычный донат тоже в описании, а мы возвращаемся к теме данного видео. Я уже это сделал за кадром, проверил, технология получения данной штучки отработана. В общем, неопознанная реликвия. Давайте-ка перейдем к перечню того, что нам потребуется, а потребуется нам действительно многое. Это не так просто прилетел и собрал с помощью ТРП, либо дроном-сборщиком. Тут придется заморочиться. Первое, что нам нужно, это торговецкий сенсор. Как его фармить, надеюсь, вы знаете. Если что, в описании под видео будет ссылочка на данный видос, как это все делается. У нас была цель сообщества, связанная с исследованием торгоидов, где мы отвозили данные сенсоры и кое-что еще. Если вкратце, то нам нужны разбитые корабли торгоидов, и там будут валяться данные сенсоры. Таким образом, мы их и собираем. Реликвия стражей потребуется также, но есть некоторые проблемы. Кто-то говорил то, что она появляется только лишь на конструкциях стражей. На самом деле и на конструкциях стражей, и на реликвиях она имеется. Я думаю, вы очень часто с ней сталкивались, особенно если фармили, так сказать, пушечки, модули стражей. Да, это та самая колонна, которая выезжает, так сказать, из земли, вы сшибаете верхнюю часть и собираете. Сейчас ее купить на Инаре невозможно, ее просто-напросто не продают, поэтому мне пришлось лететь и фармить. Если нужен видос касательно реликвии, скажите, все подробненько покажу, но на самом деле там ничего сложного нету. А теперь нам придется, дорогие мои, отправиться в небольшое путешествие к, внимание, наземной базе таргоидов. Да, по-другому никак. Нам придется это сделать. Ближайшая, которое я знаю, находится в системе Delphi. И если не ошибаюсь, Delphi 5А. Но, скорее всего, вы про нее в курсе. Там еще находится на орбите данной планеты станция Оракл, которая могла туда упасть однажды. Да, такое тоже было. Еще одна, так сказать, проблемка, заковырка. Ну, на самом деле не критична, если ввести лишь одну единицу торговецкого сенсора. Потому что торговецкий сенсор потихонечку разъедает ваш корабль изнутри, ваши модули ломаются. 2, 3, 4, 5 прыжков вы сделать сможете, успеете. Возможно, даже больше. Но чем больше этих сенсоров, тем быстрее ваш корабль будет отъезжать. Чтобы нивелировать данный момент, ставьте так называемый антикоррозийный стеллаж. Я вот не помню, про него было видео или нет. Если не знаете, как их получить, скажите. Собрав все это дело, отправляемся. И нам нужно будет, так сказать, активировать торговецкую базу. Мы это делали уже как-то раз на видео, но все же я, наверное, лучше продублирую данный момент. Мало ли вы чего-то не знаете, а видос мог утеряться в том большом количестве видео, которое я для вас отснял. В Delphi это будет выглядеть следующим образом. Delphi 5A, Unknown, структур, Scan. Нам туда. И вот мы уже, как видите, друзья, получаем урон коррозии ядовитого груза, системы жизнеобеспечения, и рандомный модуль потихонечку у нас будет дамажиться. При большому сожалению, сейчас у нас там ночь на той стороне планеты, где находится данная наземная база. И если вы не видели, как она выглядит, я, наверное, приложу пару скринов, но все равно через ночное видение я покажу вам. Структура довольно большая. Я бы сказал, даже огромная. А то, что сейчас происходит в HIP 2246010B, точнее, что произошло с данной структурой, на которой построили супероружие Protoss Wave, это вообще отдельная история. С расстояния почти в 15 километров это выглядит таким образом. Ну, реально, как будто просто-напросто закопанный
торговецкий перехватчик довольно очень большого размера. И нам нужно отправиться в центральную часть данной структуры и там посадить корабль. Там садится Анаконда, там садится Каттер. Насчет тайпов я не уверен, но, как видите, я лечу на Фантоме, чтобы спокойненько точно уж приземлиться. И нам нужно будет попасть внутрь. Просто так внутрь, друзья, вас не пустят. Вам нужно будет засунуть в ТРП торговецкий сенсор. И вот как выглядеть будет дверь. Таких здесь несколько. Какие-то завалены камнями, какие-то нет. В общем, в одну из них вам нужно будет проникнуть. Берем нашу ТРПшечку. Через 4-е меню мы делаем перемещение всего этого дела себе. Подтверждаем и просто-напросто едем. Главное не заблудиться ночью. Подъезжаем. То, что мигает свет, нормально. Дверка открывается и, да, как я и говорил, камушки. Нам, друзья, нужно будет попасть, так сказать, в центральную часть данного строения. Проблем у вас с этим возникнуть, ну, по идее, не должно. Тут очень тяжело заблудиться. И вон она. И да, здесь тоже будут падальщики. Не бойтесь, они вам ничего страшного не сделают. Видите данные сферы? Нам нужно будет туда кое-что поместить. То, что мы с собой взяли. Кстати, тут есть одна небольшая проблема. У каждого из этих пьедесталов есть вот в этом месте лючок. Вот, вы сейчас можете его видеть. Нам нужно встать на него и просто скинуть груз. Но прикол в том, что эта штука раньше подсвечивалась, по крайней мере, полчаса назад, когда я это делал. А, вот. Подсвечивается. Отлично. Давайте-ка встанем и просто-напросто скинем, скажем, сенсор. Отлично. Он появился. И да, теперь подсвечивается. Странно. То же самое делаем с данной реликвией стражей. Когда я это делал в горизонтах, снимал видео на данную тему, не было видно то, что внутри находится нечто, я даже не знаю, как назвать данную геометрическую фигуру, ну, допустим, многоугольник. Сейчас его видно, в горизонтах его не видно. Очень интересно. Либо это добавили уже с выходом 13-го обновления, это тут не знаю. Но это еще не все. Нам нужно будет отправиться в еще одно местечко, чтобы взять, так сказать, третий компонент, который нам потребуется. Просто выезжаем в этот коридор и ждем, когда слева у нас будет не подъем, как здесь, который ведет наружу, а спуск. Как вот, наверное, сейчас. Да. Заныриваем. И сейчас здесь у нас появится вроде торговецкое звено, или как оно там называется. Да, с помощью пушки сбиваем все это дело и собираем. Ну и, собственно, возвращаемся. И точно так же закидываем все это дело в топку. Не понял. Что это оно не активизировалось? Вроде сейчас я встал более, так сказать, ровно. Да ты издеваешься? Очень интересно. Может, оно бракованное попалось, или же нужно просканировать, но, друзья, то я получил без сканирования. Может, что-то сейчас поменяется. Да и вообще, вроде эта штука горела оранжевым. Все свалилось нахрен, я молодец. Очень странно, может, что-то с Одиссеей не то, но я сейчас заново все переделаю в довольно быстром темпе, чтобы это было на записи, потому что, ну, реально что-то странное происходит. Давайте-ка все же продублируем. Да что с этим звеном несчастным? Что-то вообще не то. Сейчас будем разбираться. Не бояться, это не Одиссея, это я. Почему? Да потому что, когда я ее активировал, я не сделал релок. Видимо, с этим связано. И да, друзья, делайте релок, сидя в корабле.
потому что меня выкинуло с, так сказать, данной базы. Мне до нее сейчас еще получается пехать 3 километра на ТРП, которая разваливается. Я оставлю все эти неудачные дубли вам на потеху. Когда я говорил то, что эта структура большая, друзья, как видите, я не врал. Вроде бы все нормально. Да, все отлично. Все 3 фрагмента установлены в свои, так сказать, места. Теперь нам нужно активировать базу. Что мы, собственно, делаем? Вначале мы закидываем все в систему, потому что надо. Заходим в режим турели, можно и не через него, но через него удобней. Выбираем торговецкое устройство и сканируем. Сейчас будет громко, скорее всего. И обратите внимание сразу на реликвию стражи. Что будет сейчас происходить с ней? Вот так вот. И она теперь стала такого вида. Собираем все это дело и валим как можно быстрее, потому что, как бы, друзья, тут не только падальщики будут нас бить. Тут еще температура нашего корабля, так сказать, поднимается очень сильно. Так что делаем все довольно быстро. И еще, конечно же, эта волна, которая нас сбивает. И да, все, что мы с собой привезли, уничтожается. И я не успел выехать оттуда, потому что показывал вам различные моменты. Валите сразу. Не обязательно со всей торговецкой базы уезжать. Можно выехать в тот большой коридор и там это дело просто-напросто переждать. Так что, дорогие мои, будьте аккуратны, когда это дело будете делать. Всегда со мной бывает. Время на моих часах 4 утра. Да, 4 утра. И немножечко я пролюбился, как это часто со мной бывает. В общем, в чем прикол? Вроде как можно пихать сразу 3 реликвии стражей и активировать это, как показано на данном скрине. Типа тоже должно сработать, и такой свистопляски, который делал я, типа не обязательно, но... В общем, будет понятно. Если у нас будет цель сообщества со всем данным делом, то там я это дело продемонстрирую и, собственно, проверю. И да, сразу говорю, данная неопознанная реликвия не имеет коррозии, не будет повреждать ваше ТРП и ваш корабль. Но вы спросите, зачем мы все это делаем, для чего нам это нужно? Пока толком не ясно, но есть некоторые догадочки. Надеюсь, это не нужно будет ни в какой цели сообщества, иначе это просто кирдык, потому что это очень долго фармить. Это максимально тошнотный и нудный фарм. Но мы еще не заканчиваем с данным видосом, потому что отправляемся в одно интересное место. В данный момент, мои дорогие, я нахожусь в системе Миины. Или Миена. Там, где находится инженер Ремта. И как только я взлетел со своего флотоносца, естественно, предварительно закинув неопознанную реликвию, я получил сообщение с базы Феникс. И да, сообщение от инженера Ремта, куда, собственно, я и прилетел. Командир, что бы ни было у тебя в трюме, умоляю, немедленно доставь этот объект мне. До меня дошли слухи о том, что торгоиды скопировали Proteus Wave в HIP 22460. А судя по этим данным, у них есть и другие похожие устройства на основе реликвий стражей. Это противоречит всем нашим представлениям о технологиям торгоидов. Я подготовлю свою мастерскую на базе Феникс к принятию груза. И извини, что отсканировал твой корабль без предупреждения. Это стандартная процедура. Ремта. Вот оно как, ребят. Дальше, мне кажется, будет веселье. Если что, база Феникс — это та самая база, где обитает этот инженер. И да, на этой базе, естественно, мы можем все это дело продать лям 150. Естественно, фармить на таком я вам не рекомендую. О, сообщение пришло. Сообщение от Ремта. Командир, спасибо за доставку измененной реликвии в мою мастерскую. Моя команда скоро начнет ее исследовать. Если ты найдешь другие подобные предметы, я готов щедро заплатить за каждый из них. Увы, сейчас преимущество на стороне торгоидов. И должны хотя бы попытаться предугадать их дальнейшие действия. Скоро увидимся, я полагаю. Ремта.
Ой, надеюсь, мы с ним, конечно, увидимся, но не на цели сообщества по доставке этой штуки. Вот чего-чего, а вот этого, друзья, нам точно не надо. Интересно, друзья, куда данная линия сюжета нас приведет, потому что не забывайте то, что Рэмто еще втихую делал скрытую цель сообщества, где мы к нему доставляли кое-что для его исследований. Это было еще даже до, так сказать, постройки Протоуса Вейва. Это было месяца 3, может быть, назад, или 2, 4, что-то вроде этого. Но это было еще даже до исследования торговских технологий. Две те самые цели сообщества, где возили метасплавы и прочее, прочее, прочее. Оставлю всю эту информацию для видоса касательно теорий того, что будет дальше у нас. А вы пишите, что думаете по поводу всего этого дела в комментарии. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо за ваши просмотры, лайкосики, подписочки и все это прекрасно. В описании под видео будет ссылочка на плейлист по элиточке. И мы все-таки, друзья, перешли рубеж в 8 сотен видео по данной игре. Много контента я вам отснял, и много буду снимать еще. Как что-то новое появляется, сразу ждите видосик в ближайшее время. Плюс будут и ссылочки на плейлисты по данной игре. В сумме их 20-25 штук на различные темы. Обзоры кораблей, топы кораблей, материалы, данные, торгоиды, стражи и так далее, и так далее, и так далее. И новый плейлист по лору и сюжету в Elite Dangerous. Также будет ссылочка на Boosty, конечно же, где вы можете меня поддержать финансово, и ссылочку на донатики, и ссылочки на социальные сети, такие как Трова, где проходят стримы, группа в ВК, Discord сервер и Телеграм-канал. Буду счастлив, если вы подпишетесь. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока. Увидимся с вами завтра или сегодня на стриме, если он будет, потому что, ребята, я сейчас плотничком засел в плане съемок видео. Надеюсь, понимаете. До встречи.